Приветствую, друзья! О ЦАПах компании Epps рассказали, наверное, уже все связанные с тематикой блогеры. Аппараты у них действительно получились отличные. Однако производитель решил не почивать на лаврах, а взяться за продолжение столь перспективной серии. Так на свет появилась модель TP20 Pro, где наконец-то поправили выходной импеданс и ощутимо так поработали над звучанием, которое теперь и правда на целую голову выше того, что мы имели в TP20 и даже в TP30. Именно о данном решении мы с вами сегодня и поговорим. Поехали! Поставляется ЦАП в вытянутой такой коробке с перечнем технических характеристик на нескольких языках. В комплекте идет инструкция и небольшой многожильный Type-C кабель. Из технической составляющей нам известно о использовании здесь двух чипов конвертера Cirrus Logic CS43131, неизвестного мне USB модуля 9032 и поддержки PCM до 32 бит 384 кГц, а также DSD до DSD 256. Еще порадовало значение выходной мощности на обычном 3,5 мм разъеме. 121 мВт – это ровно столько же, сколько нам предлагает флагманский TP50 от этого же производителя. На балансе, правда, разброс мог бы быть внушительнее, но и 171 мВт на 32 Ома нагрузки тоже весьма достойно. То есть TP20 Pro справится не только с внутриканальными, но и со значительным числом больших полноразмерных наушников. При работе девайс почти не нагревается, никаких шумов в паузах не издает и, естественно, не поддерживает гарнитуру. Примите это как данность. Корпус у ЦАПа легкий, хотя и выполнен на металлическом каркасе. Из функциональных элементов на нем есть индикаторный светодиод, физический переключатель уровня усиления, 3 кнопки, пауза, громкость вверх и громкость вниз, Type-C вход и 2 выхода, стандартный 3,5 мм и балансный пентакон на 4,4 мм. К слову, громкость тут только системная, хотя, например, через приложение HiBe Music доступна и аппаратная ее регулировка. Кушает же ЦАП весьма умеренно. На 5 вольт приходится всего 0,07 ампера, что даже ниже, чем у Sonata BHD и Shanlink UA4. Никаких драйверов к данному девайсу, естественно, не предусмотрено. Оттого ASIO, если оно вам, конечно же, нужно, придется заводить через различные порты типа ASIO for All. А так, эксклюзивных режимов SAPI более чем достаточно. Для мобильных же систем и всего, что построено на Linux, вообще ничего не нужно, причем поддерживается в том числе и высококачественный BitPerfect режим. Все измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с балансного и обычного выходов на CP и Wanda Cosmos, где получил заметные такие отличия сразу по нескольким важным пунктам. Впрочем, в обоих случаях тут есть легкий дисбаланс на шикарной по своей линейности АЧХ, высокий динамический диапазон и шумовая полка на уровне минус 158 дБ. Гармонические искажения на балансном выходе составили минус 112 дБ, а на 3,5 мм минус 104 дБ, в то время как интермодуляционные на 4,4 мм дают минус 116 дБ, а на 3,5 мм выходе минус 108 дБ. Что составляет 36,53% на THD плюс N. Можно, конечно, начать тыкать пальцем в скриншот и говорить о преобладании здесь второй гармоники, но расположена она так далеко за пределами человеческого слуха, что это будет больше как философствование или обсуждение нюансов у оттенков. Технический аппарат отличный, добавить тут нечего. Балансный выход и должен иметь куда более высокие показатели.
Звучит же Epps TP20 Pro просто восхитительно. Реально очень эмоциональное и предельно музыкальное решение, от которого, как говорится, за уши не оттянешь. Его хочется слушать снова и снова без остановки. Да, объективно 7-год Dev 4X звучит гораздо правильнее и лучше в плане динамики, разделения и общего разрешения музыкального полотна. Однако, когда включаешь герой обзора, об этом просто не хочется думать. Тот случай, когда все устраивает и так. Так что выбор Pro версии обусловлен скорее эффектным и чуть ли не живым звучанием голоса и инструментов, а не техничностью и, скажем, близостью его характера к дорогим стационарным источникам. Это точно не вариант для ценителей различной агрессивной электроники или каких-нибудь поджанров металла. Тут балом правит мир акустики, рока, чего-то симфонического, джазового или атмосферного из той же электроники. Саундтреки на нем звучат просто фантастически. Оглядываясь на прошлое, это больше всего похоже на мастер-ленту. Не самая точная прорисовка нюансов, но музыка, так сказать, с душой и тем самым теплым аналоговым смягчением. Хотя, возможно, одно без другого и не бывает. Мелодика тут и правда волшебная, даже не знаю, как это можно иначе описать. Естественно, TP50 от этого же бренда звучит куда взрослее, детальнее и суше. Серьезный звук довольно редко предлагает нам подобный уровень вовлечения и музыкальности. Разрешение там однозначно выше, подача деликатнее, атаки острее, а характер в целом более собранный и строгий. Ну а FX Novi Night — это чуть ли не эталон разрешения и скорости, отчего на фоне героя обзора звук там плоский, как доска. Я бы такой, откровенно говоря, никогда для себя не выбрал, но ценители есть у всякого. Герой обзора больше про погружение, глубину, объем и насыщенность, то есть все, что сопровождает живое такое предельно эмоциональное звучание. Только наушники к нему подберите получше, он этого точно заслуживает. По частотам лично у меня никаких замечаний нет, кроме общей сглаженности, теплоты и неявно выраженной динамики. Зато в плане целостности, интимности и выразительности все просто шикарно. То есть подача здесь ближе к музыкальной, с крупными такими чуть смягченными образами. Слушается это, конечно, очень приятно и просто безумно интересно, но из-за нехватки разрешения и отсутствия четких таких явно очерченных границ без проблем угадывается его бюджетность. С другой стороны, как я уже сказал, эмоции тут бьют ключом, да и мелодика с вовлечением на каком-то совершенно запредельном уровне. Так что вникать в нюансы здесь особо-то и не хочется. И итогом мобильный ЦАП Epps TP20 Pro может похвастаться классическим уже строгим дизайном, физическим тумблером для переключения гейна, весьма неплохими измерениями, а также высокой выходной мощностью на 3,5 мм разъеме. К минусам я бы отнес отсутствие поддержки игровых приставок, фирменного ПО, драйвера под Windows и, прямо скажем, не совсем детальное звучание. Все, что касается разрешения, разделения инструментов, скорости атак и других смежных с ними характеристик, выступает здесь скорее на вторичном плане. Влюбляет же в себя эта модель просто превосходной мелодикой, каким-то запредельным уровнем погружения в материал, собранностью и теплыми такими практически аналоговыми тембрами. Слушать на нем все акустическое и атмосферное просто вверх удовольствия. Мне аппарат очень понравился, хотя и понятно, что это совсем не топовый сегмент. Тут прямо музыкально, весело и кайфово. А на этом, друзья, у меня все. Это был мобильный ЦАП Epps TP20 Pro. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь и на них. Всем добра!